Рада всех приветствовать на своем канале. С вами Марго. Кто еще не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Приглашаю. В этот раз мы с вами рассмотрим на картах вопрос: какой мужчина заходит в вашу жизнь? Кто ваш новый возлюбленный? Есть ли смысл ожидать новых отношений в обозримом будущем? Можете загадать сроки от 1 месяца до 1 года. Напоминаю всем, что гадание носит общий характер и не всегда на все 100% оно может отыграться в вашей жизни. Все индивидуально. Но если вы попали на это гадание, значит, вам необходимо узнать важную для себя информацию. Также напоминаю, что когда бы вы не просматривали это гадание, независимо от срока его давности, оно всегда будет актуально на момент его просмотра. Итак, начнем. Будет 2 варианта расклада. Можете выбрать один или просмотреть оба, в каждом из которых вы узнаете что-то важное для себя. Выбирайте первый и второй расклады. Первый расклад – сигнификатор мужчины, с которым вам предстоит знакомство. Какой мужчина заходит в вашу жизнь? Раскроем его сигнификацию конкретнее. По карте влюбленные можно уверенно говорить о том, что этот мужчина умеет любить по-настоящему. Это искренний человек, на которого всегда можно положиться. На момент вашего знакомства мужчина может пребывать в поиске своей истинной половинки для серьезных отношений. Возможно, есть какие-то дамы в его жизни, которые претендуют на место дамы его сердца, но он не сделал выбор ни на одной из них, так как находится в поиске той самой. Мужчина с большой ответственностью относится как к самим отношениям, так и к созданию семьи. Если аркан Таро влюбленные читать с позиции чувств, дорогие дамы, готовьтесь. Этот мужчина влюбится в вас буквально с первого взгляда. Он будет покорен и пленен вашей женственностью и красотой. Не исключен вариант выбора между дамами. Скорее всего, выбор падет на вас. Далее по раскладу увидим. Карты Ленорман указывают на такие качества мужчины, как мужественность, ответственность, мудрость, стремление к стабильности и надежности. Мужчина может быть старше вас по возрасту, может занимать высокую должность, очень харизматичен и хорош собой. Разложим карты по вопросам расклада. Есть ли смысл ожидать новых отношений в тот срок, который вы загадали? Каким будет знак зодиака мужчины, которого вы встретите? Ваша с мужчиной совместимость в паре, по судьбе ли вы? Как долго вы будете с мужчиной в отношениях? Насколько мужчина близок вам по духу? Итог и совет от карт. Первый вопрос расклада. Есть ли смысл ожидать новых отношений в обозримом будущем, либо в тот срок, который вы загадали? В данном вопросе идет ответ «да». Высока вероятность, что вы друг для друга станете некой такой зависимостью. Вам в целом будет сложно быть на расстоянии друг от друга. Это и плотская зависимость друг от друга, и сердечная привязанность. Вы станете наркотиком друг другу. Не всегда такие отношения долговечные, так как в большей степени они могут являться токсичными. Здесь также уместно выражение, когда вместе сложно, а врозь невозможно. Также по теневому значению аркана дьявол, мужчина или вы можете страдать болезненной ревностью, что также токсично для отношений. Также вероятно, что мужчина может оказаться для вас кармическим партнером. С другой стороны, мужчина может оказаться несколько хитрым и будет понимать, что вы точно от него никуда не денетесь, так как слишком поддались его влиянию. Можете попасть, к примеру, на финансовую зависимость от него. В этом случае мужчина окажется отличным манипулятором. Смотрите, у каждого может произойти по-разному. В лучшем прочтении карт мужчина поможет закрыть все ваши денежные кредиты, долги, будет вас поддерживать. Может оплачивать какие-то важные для вас покупки, мероприятия. Очень проигрывается вариант, что вы либо познакомитесь в местах отдыха, релаксации, может это курортная зона, санаторий, профилакторий. Это могут быть места, где также проводятся массовые праздничные мероприятия. Либо после вашего знакомства вы поедете вместе отдыхать
бежать куда-то и заодно оздоравливаться. Упор идет на то, что мужчина берет все расходы на себя. Второй вопрос расклада. Каким будет знак зодиака мужчины, которого вы встретите? По выпавшим картам Таро проходят такие знаки зодиака, как Рак, Скорпион, Рыбы, Лев. Третий вопрос расклада. Какая ваша с мужчиной совместимость в паре? По судьбе ли вы друг другу? Да, вы друг другу по судьбе. Совместимость у вас очень даже хорошая. Показано, что вы все-таки будете искренне любить и ценить друг друга. Также показана преданность друг другу. Между вами будут очень глубокие, сильные чувства. Энергетика карт говорит о том, что высока вероятность создания стабильных и доверительных отношений. Четвертый вопрос расклада. Долгосрочен ли будет ваш союз в будущем? Как долго вы будете с мужчиной в отношениях? Данный мужчина не будет действовать в спешке. Видно, что он будет мудро поступать по отношению к вам. Все должно проходить гармонично и, скажем так, по правилам небес. Не спеша и уверенно мужчина будет покорять вас, заслужит ваше доверие. Он покажет и докажет, что достоин вас. На старшем аркане «Отшельник» мы видим мужчину на коне. Вероятно, что он может проживать на расстоянии от вас. И поначалу ваши встречи не будут такими частыми, как бы вам хотелось. Также аркан подчеркивает, насколько мужчина мудрый, насколько серьезно он будет к вам относиться. По всем картам данного вопроса расклада я с уверенностью могу сказать, что мужчина заходит в вашу жизнь надолго. У многих проиграется, что в дальнейшем вы не просто будете вместе жить, вы скрепите свои отношения брачными узами. Видите, что опять сама 28-я карта Ленорман мужчины выпала. Это его сигнификатор. К тому же, как много старших арканов Таро вышло в вашем раскладе. Все говорит о том, что мужчину к вам ведут сами небеса, высшие силы. Что с ним вам быть счастливой в семейных отношениях в будущем? Сам туз пентаклей еще более усиливает процентность исполнения. Это ваш шанс осуществить мечту. Мужчина вам по судьбе. Пятый вопрос расклада. Насколько мужчина будет близок вам по духу? В некоторых вопросах с ним вы не сразу можете найти соприкосновение. Видно, что вас будут часто посещать сомнения, мой ли это мужчина. Скорее всего, ошибки прошлых отношений и нежелание опять попасть на те же грабли возьмут верх, и вы с осторожностью будете присматриваться к мужчине, изучать его. Поначалу вы будете прислушиваться к тому, что говорит ваш разум, интуиция, а не сердце. Мужчина полюбит вас быстрее, чем вы его. Мужчина докажет вам своими поступками, действиями, романтическими подвигами, насколько вы важны для него. В итоге вы, скажем так, притретесь друг к другу, начнете понимать друг друга с полуслова. Показано опять, что мужчина ваш ключевой, то есть судьбовой. Шестой вопрос расклада. Итог. К чему приведут ваши отношения? Совет от карт. Показано, что у большинства дам интерес к мужчине будет сначала меркантильным. Велика вероятность, что кто-то может познакомиться с мужчиной в командировке, в поездке, каким-то образом связанной с вашим видом деятельности. Выходит ваш переезд к этому мужчине. Также благодаря ему финансово-материальная сторона вашей жизни наладится. К вам приходит стабильность. Мужчина будет вас всячески поддерживать. По прошествию какого-то времени он сделает вам предложение выйти за него замуж. Карты советуют присмотреться к этому мужчине, не отталкивать его, не использовать его только ради корысти. Ведь любовь – это не только брать, но и отдавать. Должен быть взаимный энергообмен. Расклад для дам, которые выбрали вторую карту. Это сигнификатор мужчины, с которым вам предстоит знакомство. Какой мужчина заходит в вашу жизнь? Раскроем его сигнификацию конкретнее. Мужчина очень сильный и физически, и духовно, волевой. Следит за питанием. Предпочитает вести здоровый образ жизни. Скорее всего, любит бегать по утрам, занимается в спортзале. Умеет выстраивать дружеские и деловые отношения. Мастерски и дипломатически вести переговоры.
семинары, совещания, конференции. Может быть отличным руководителем, начальником, может занимать высокую должность, работать в госструктурах. На данный момент проходит через временные финансовые трудности, застои и недопонимания с партнерами или коллегами по работе, бизнесу. Какие-то подставы и предательства по работе у него происходят сейчас. Немного погодя, все эти вопросы разрешатся благодаря его профессиональным, дипломатическим способностям. Карты показали его одиноким, даже если у него и есть дама, он не планирует с ней продолжать отношения. Любви между ними нет уже, если она и была. Отношения на грани разрыва. Если это можно назвать отношениями, то тогда это звучит так: одиночество вдвоем. Они все равно расстанутся, как бы она ни старалась его удержать. Еще я вижу, что у этой дамы к нему только меркантильный интерес. Дама очень эгоистична. За счет этого мужчины она хочет получать материальные и земные блага. Разложим карты по вопросам расклада. Есть ли смысл ожидать новых отношений в тот срок, который вы загадали? Каким будет знак зодиака мужчины, которого вы встретите? Ваша с мужчиной совместимость в паре, по судьбе ли вы? Долгосрочные ли ваши отношения? Близок ли этот мужчина вам по духу? К чему все приведет и совет для вас? Первый вопрос расклада. Есть ли смысл ожидать новых отношений в обозримом будущем, либо в тот срок, который вы загадали? Однозначный ответ «да» и 3 восклицательных знака. Показано, что это будет новый человек для ваших отношений. В буквальном смысле слова вы будете резонировать друг с другом, совпадать как пазлы одного целого. 10 кубков – это наивысшая точка блаженства, ощущение счастья, гармонии и эйфории. Это самые счастливые моменты и самые яркие чувства любви в отношении друг друга. Это карта, которая говорит о том, что судьбового мужчину ведут к вам небеса. Это тот случай, когда вы не сможете надышаться друг другом. При вашей первой встрече, при знакомстве, вы оба ощутите, будто вы знакомы 1000 лет. Вы настолько будете гармонировать в паре, что любой, кто впервые увидит вас вместе, подумает, что вы давно женаты. Карты намекают на то, что мужчина будет планировать создать с вами семью. Незабываемые романтические свидания ожидают вас с этим мужчиной. Сам конфетно-букетный период будет очень ярким, запоминающимся на всю жизнь. Помимо этого, карта указывает на само празднование помолвки, свадьбы или венчания. В этом случае праздник будет очень роскошным. Велика вероятность, что мужчина будет не из вашей местности. Возможно, он часто будет ездить в командировки, либо карты показывают, что у него есть свой транспорт. Мужчина будет гордиться, какая ему дама досталась. Показано, что он будет видеть в вас идеал своей мечты, будто он давно мечтал вас встретить. Можете подумать, что я сказочница, но эти карты иначе нельзя прочесть. Со стопроцентной уверенностью видно, что к вам идет ваш будущий муж. У многих из вас, уже будучи в браке с этим человеком, первой родится девочка. Второй вопрос расклада. Каким будет знак зодиака мужчины, которого вы встретите? В вашем случае может быть вариативность. Перечислю все знаки зодиака, что прошли по картам. Это Телец, Дева, Козерог, Лев, Скорпион, Водолей и Рыбы. Третий вопрос расклада. Какая ваша с мужчиной совместимость в паре? По судьбе ли вы друг другу? Показан интересный сюжет из ваших будущих отношений с мужчиной. Все-таки он будет не то чтобы из другого города. Идет указание на другую страну, другое государство. Хотя у кого-то проиграется, что он будет иногородним. Вы будете спорить с мужчиной. Между вами возникнет не конфликт, а мозговой штурм двух очень умных и мудрых людей.
Дело в том, что мужчина со всей серьезностью предложит вам переехать к нему, в результате чего вы будете колебаться. Поначалу вам будет тяжело принять такое решение, так как менять место жительства и покидать насиженное, обжитое и привычное для вас место, где вы привыкли говорить на родном для вас языке, где вы выросли и ваш менталитет может отличаться от того, куда вам предложат переехать. Все-таки вы взвесите все «за» и «против» и примите решение принять предложение мужчины. Показано, что ваша жизнь в корне изменится, но вам это очень понравится. Новая жизнь с любимым мужчиной. Новые перспективы. Для вас это будет очень интересно и увлекательно. А вот и наш 6-й старший аркан вышел – влюбленные. Это и есть прямое указание на то, что вы с мужчиной по судьбе друг другу. Мужчина окажется очень ответственным и заботливым в отношении вас. 4-й вопрос расклада. Долгосрочен ли будет ваш союз в будущем? Как долго вы будете с мужчиной в отношениях? Четверки в раскладах всегда говорят о стабильности, долгосрочности и устойчивости позиций. Показано, что ваше шаткое и нестабильное положение в некоторых нюансах финансово-деловой сферы сменится на полную противоположность этому. Будучи в паре с этим мужчиной, вы не будете бедствовать, даже наоборот. Вас ожидает расцвет, увеличение финансовой прибыли, стабилизация и укрепление в отношении финансов, заработка. Мужчина не будет жалеть денег на вас. Вы для него будете просто бесценны. Вас ожидает создание крепких брачных уз с этим человеком. Мужчина показан с высокой степенью ответственности за вас. Вы будете шикарно жить. Мужчина при деньгах, со своим жильем, отличным заработком. Тем более, что сама сигнификация этого человека в начале расклада показала нам, что он занимает высокую должность, высокий социальный статус. К этому он пришел самостоятельно, безо всякой протекции. 5-й вопрос расклада. Насколько мужчина будет близок к вам по духу? Интересно, так этот вопрос раскрыли карты. В буквальном смысле слова этот мужчина сломает все ваши шаблоны и стереотипы мужчин в вашем представлении. Вы зададитесь вопросом: неужели это правда? Разве существует мой идеал? Неужели я его уже встретила? Вижу, что вы оба в прошлом прошли через тяжелые кармические испытания и проработки. Вас обоих предавали, подставляли, ваши бывшие. Вы стали мудрее, расставили для себя приоритеты, поняли, что имеет истинный смысл. Ваши мнения и взгляды на жизнь совпадают. Теперь вы оба готовы стать счастливыми при условии, что прошлое нужно оставить в прошлом. Это все обиды, разочарования и неудачи в прошлых отношениях. Пришло время стать счастливыми. Мужчина будет истинно близок к вам по духу. 6-й вопрос расклада. Итог. К чему приведут ваши отношения? Совет от карт. Карты советуют принять этот шанс, не отказывать себе стать счастливой. Королева мечей – это ваш архетип. Многие из вас могут принадлежать стихии воздуха, либо иметь качество по данной стихии. В соответствии натальной карты, по знаку зодиака, по асценденту, либо по знаку Луны, это может быть Весы, Водолей или Близнецы. Стихия воздуха придает вам особый шарм. Вы обладаете остротой и гибкостью мышления, высоким уровнем IQ, вы логичны и последовательны в каждом своем действии. Из любой сложной ситуации всегда найдете выход. Такие дамы занимают высокую должность, дипломаты, это бизнес-леди. Это большой ваш плюс в рабочей деловой сфере. Но если дело доходит до создания отношений, вам трудно принять человека и поверить, что реально существуют настоящие, достойные вас мужчины. Вы снежная королева, которую жестко обидели в прошлых союзах, отношениях, дружбе. Теперь пришло ваше время стать счастливой. Мужчина докажет на деле, насколько вы ценны для него, насколько он вас достоин.
Он будет настаивать на законном браке с вами. Для него будет важно, чтобы вы почувствовали, как вы горячо любимы, что можно быть настоящей и не ждать нового подвоха от кого-то. Вам быть с этим мужчиной в счастливом браке. Постепенно вы растаете и погрузитесь в семейную счастливую жизнь. Благодарю вас, мои дорогие, за участие в этом гадании, за подписку, лайки и комментарии. Пусть все наилучшим образом исполнится у вас. С вами была Марго. До скорой встречи.